Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. И судя по моей одежде, мы отправляемся в зимние локации. Уже полюбившаяся локация многим игрокам. И, если честно, моя одна из самых любимых локаций. И я люблю там пошастать, потому что ни одна лока в игре не может похвастаться тем разнообразием всяких событий, как вот простая зимняя. И мы отправляемся туда немедленно, не просто так, пофаниться, найти какие-то события, а самое главное открыть несколько ящиков. Несколько ящиков это 50. В районе 50 ящиков будет открыто. Посмотрим, что мы найдем. Собака покормлена, взял с собой лакомство. И, естественно, в моих планах найти какой-то крутой лут. Что может как минимум понравится, но и вообще проверить, что же там выпадает. Осталось ли что-то интересное в этих локах? Ну да, можно найти танк, можно найти какую-то заброшенную избу, можно найти снегоходы, можно найти санки, можно найти пещеру, в которой пробраться можно только с верным другом. Но и это очень интересно. Что же нам попадется? Самое первое, первую локацию мы зачищаем вместе, потом буду вырезать, потому что самое только интересненькое у нас будет появляться. Максимально буду стараться не трогать зомбятину. Вы знаете, что на зимних локах зомби ходят. Они не просто стоят на месте, они еще и перемещаются, постоянно меняя место дислокации и мешая вам всячески открывать ящики. Некоторые, конечно же, зомби будут слиты, так как мне нужны будут вот эти вот красивые ящики. А ящики эти, в принципе, приносят много удовольствия. Я кайфую от таких видосов. Если вам тоже нравится подобное, пишите это в комментариях. За подписку и лайк тоже не забудьте. Спасибо заранее. Ну а мы открываем уже второй ящик. И у нас наша миссия 50 крутых ящиков открыть начинается. Итак, у нас уже третий. Будем пробовать открывать, не затрагивая токсичного толстяка, который каким-то бэнем здесь оказался. Ну и собирать то, что более-менее может понадобиться нам. Слышу выстрелы. Здесь война идет какой-то... Ты чё, дядька? Ты еще не понял? Ладно, с выжившим тоже мы увиделись. Круто, интересно. Кстати, в следующем ролике я хочу снять большую охоту на выживших. Охотиться буду я в самой интересной локации, которая есть в игре. Почему так? Вот. Почему самая интересная? Потому что она самая труднодоступная. Туда можно попасть только с АТВ. И я думаю, что именно об этой локации и будет идти в следующем видео. Мы будем охотиться на 10, 20, 30 выживших, которым посмотрим, что будет у них в инвентаре. Самое главное, что с них выпадет и какой лут у них там будет. Вы прямо сейчас напишите в комментариях, интересно ли вам такое видео и сколько бы выживших вы хотели, чтобы я поймал в видосе. Я думаю, что 10 выживших будет хватит. Ну или 20, ну или 30. А может 50? Интересный видос на целый час. Просто посмотреть, что же выпадает с выживших. Ну а мы перелогаем локацию. Вы знаете, как это легко сделать. Просто зайти на соседнюю локацию и вернуться туда же. В дальнейшем я буду открывать ящики. То есть не буду утруждать вас просмотром перехода локаций и как минимум поиска этих ящиков. Зачищать локации буду сугубо вот этим оружием. И как минимум, как максимум двойной компенсатор. Поверьте, не самый плохой модуль на наше огнестрельное оружие. Найти огнестрел просто на локе большая редкость. А найти модуль на огнестрел это еще больше. Ну что, ребят, продолжим. Если сейчас ящиков поблизости не будет, тогда мы увидимся буквально через секунду. Ну и так, я нашел уже 3 ящика, немного зомбятинки подстрелял. ВСС-ка у нас на пределе. Но тем не менее, если вам нужны ключи гаечные, которые выпадают не так уж и часто в игре, согласитесь, вам нужно на зимнюю локацию. Зимняя локация это то, что доктор приписал. Как минимум мы с 2 локаций нашли 2. А это не так уж и мало. В свое время я долго не искал... Нет, не так.
Сначала нам ввели, давайте к предыстории. Ввели нам крутые ключи, и многие их собирали. Я думаю, да блин, ключи ввели, ну зачем же они нужны? И вообще не обращал на них внимания, так как, да, ну кому они нужны? Потом, конечно же, я пожалел, потому что ввели в крафте генератор. И генератор нужны были ключи. Я долго и потно искал. Потому что генератор нужно было скрафтить именно сейчас. Так как я был, ну, как минимум, зависим от контента. И тогда нужно было бы вырваться в топ по просмотрам. Ну и что? Конечно же, целую ночь я часов 6 либо 8, там, очень долго, до ночи, до 3 часов ночи искал ключи. Ну, поэтому десятков полтора-два ключей пускай лежат всегда. И после того времени ключи стали для меня какой-то находкой, которую я забираю практически в первую очередь. И это уже длится очень долго. У меня, наверное, ключей штук 300, может быть даже 400. Это без почты. С почтой, наверное, еще больше. Ну что, вроде на этой локации у нас все чики-бомбони, и мы можем отправиться на следующую. Я не буду сливать всех зомби. Зачем мне это надо? Потому что, ну, за них не особо дается опыта, да и, если честно, снабжение тоже. Ничего на зимних локациях таким редким не бывает, как дом, поселение, даже не знаю, как это назвать. Вот такой вот домик, хижина. Я раньше даже говорил, что это хижина Громилиона. Прикиньте, что здесь жил зимний Громила, либо дядька какой-то. Ну, если честно, это похоже на какой-то туалет. Немного больше здания, чем туалет, но очень-очень похоже. Ты шо? Прикольно было бы, чтобы здесь можно было найти зимнего Громилу. Не такого, как мы привыкли видеть. И мы очень давно и долго его ждали. Да, но тем не менее у нас вот такая вот штукенция получилась. И давайте заглянем, что же там внутри. О, это хранилище. Вообще ящик называется, вернее, домик называется ящиком, именем ящика. Прикольно. Миска можно подкушать. Я думаю, что это локация славится не только таким домом. Кстати, здесь М16, уникальное оружие. Я уравнитель, я ходил, да, только что на заправку, уравнитель забрал. То есть этот уравнитель... Эй, кто тут такой? Эй, пацаны, да вы что такое? Что случилось? А что сразу двое? Я не понял. Где-то здесь был выживший. Потому что как только выжившего либо сливают, либо он уходит с локации, появляется... То есть все зомби на тебя агрятся. Да вообще на зимней локации засматриваться на одну где-то, на один ящик лучше не надо. А что за... Почему вот этот вот стоял, не двигался? Дан, а ты что за читы какие-то используешь? Че у тебя зомби не двигаются? Ты чего? Ого, а что это было про пистол? Двойной урон чуть не скопытил меня. Ну что, самое главное, что у нас дальше. У нас эмочка уже есть. Все, что удалось мне здесь найти, это М16 и крутой модуль. Я изоленту буду собирать, у меня изоленты нету. И давайте посмотрим, что здесь еще есть. Локацию я изрядно почистил. Здрасте. Дристи. Блин, замерзший толстяк. Таки ударил. Блин, вот это прописывают они. Не забудьте, что замерзший толстяк может провести комбо, двойной удар, и это может чревато для вас последствиями быть. Потому этот двойной удар будет как минимум жесткий, дерзкий, как пуля резкий. Угу, такого нам не надо. Эти песни нам не надо. Во-первых, 2 раза отхилиться, а во-вторых, этот двойной удар достаточно серьезный урон наносит. Особенно в броне, которая не имеет много защиты, такая как теплый сет. Так, ты кто такой? Окоченевший. Блин, не люблю я этих зомби зимних. Почему они вообще хилятся от удара? Почему они плохо горят от ракетницы? Тогда факелом хотя бы сделали тройной урон какой-то. Было бы прикольно. Зимняя локация, пошел факелом на... Ну, знаешь, что ты факелом там ударил, поджег зомби, и он не хилится. Прикольно? Ведь очень прикольно. Ладно, шоколадная. Думаю, что на этой локации можно найти еще хотя бы один ящик. Но я пойду в следующую, потому что самое интересное здесь нашел. Ведь не простыми ящиками зимняя локация славится. Нашел несколько ящиков. Начнем с вот этого. Даже не... Да что такое? Пацаны вообще, ребята, вы чего здесь? Не задолбали оружие сколько? Да если честно,
Видос не создается ради того, чтобы найти что-то интересное, создается ради контента. Поэтому писать подобные там комментарии в том, что обвинять что да ты ж потратил кучу огнестрела, а нашел только какой-то гребаный пистолет или гребаный надбитый там огнестрел. Не надо, ребят, ведь мы все знаем, что просто-напросто показать то, что выпадает, тоже бывает очень интересно. И для меня находка танка это что-то крутое, интересное и увлекательное. Разве не ради вот этого интересного мы здесь собираемся? Так, пацан, ты что, на голый торс? Вот это пацан закаленный. Я взял с собой запасной. О, еще и зомби застрял в танке. Собака, кусай его. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. А у нас зомби бывает кусачий. Он меня бьет, а мы его нет. Вот в чем весь секрет. Я не знаю, как выманить этого зомби с этого танка. Как тебя оттуда выманить, собака сутулый? Уже шапка слетела. Ну ты даешь. Да блин, задолбали зомби. Блин, всех слить надо. Всех полностью. М16 стало какой-то не такой. Кстати, этого выжившего слили не мы, а это Хакерсток. Зомби, который застрял в танке, это вообще уникальное событие. Я, в принципе, очень... Да задолбал, что такое, замерзший толстяк? Дайте мне танка, что вы вокруг танка-то ходите? Идите отсюда и своим скажи, чтобы все ушли. Итак, мы нашли, ребят, крутое событие танк. Но это событие еще круче. Здесь застрял зомби. Зомби застрял в танке. У меня нет с собой, чтобы... Ну, конечно, я могу по нему попробовать пострелять, но никак выманить оттуда я его не могу. Ни с одной стороны этот зомби не простреливается. Что можно сделать? Попробовать кинуть гранату, я этим и займусь. Так, быстренько берем гранату с почты, мина. Не, ну мину, конечно, нет, гранатомет. А у меня гранат на почте нету. Поэтому гранатомет настало твое время. Я думаю, что с гранатометом тоже все очень и очень... Кто такой? Да что ж я тебе сделал? За что, лысая девушка? Лысая девушка, что я вам сделал? Гранатомет, настало твое время, окоченевший зомби. Мы знаем, что никаким образом мы его слить не можем, потому что... Вообще даже вот так? Пахнет сырым мясом. Похоже, здесь громило. Блин, гранат у меня нету, увы. Но мы знаем, любой застрявший зомби в танке не может никак отсюда выкуриться. Итак, еще раз в танке, да. Ладно, шоколадно, давайте самое главное залутаем, посмотрим. Громила, я... Извини, дядь, я затянул, я очень хотел залутать танк. Ну что, попробуем. У меня стрельбы по ногам нету, поэтому никаким образом танк нашел, но его не залутал. Вот что бывает с теми, кто очень долго пытается что-то сделать, но так и не делает. Делайте сейчас. Так, подождите, я появляюсь здесь, а он там. Попробую. Да, появившись на локации, Громила уже начинает меня бить, а мы еще даже не прогрузились. Поэтому с 4 аптечками и так далеко дойти до танка я просто не успею. Вообще никак. Вообще никак. Громила, конечно, сутулый. Но ничего. Мы, ребят, что сделаем? Естественно, пойдем дальше. Надеюсь, что у меня... встретятся еще какие-то события очень интересные. Но Громила, блин, настолько надоедает, что бывает... Ой, выгоняет с тех локаций, на которых что-то происходит очень интересное. Ну что, несколько ящиков. Никак не могу отойти от того танка, который все-таки удалось найти, но не удалось залутать. Блин, там, наверное, лежали тысячи ВСС и миллионы калашей. Ну, а еще в придаток, ну, ладно, 500 фнскар. Если честно, как говорится, я рыбак со стажем и знаю, как преувеличивать. Но, как вы видели, что так и не удалось. Да что ж ты будешь делать? Хилится как собак сутулый. И вообще очень начинает бесить вот эти вот закоченевшие зомби. И, наверное, настало время ракетницы. Постреляем немного ракетницей. Заметьте, красный талончик. Красный, оранжевый. Все как положено. Но огнестрела становится все меньше и меньше. Для зачистки локации. Раньше я умудрялся в режиме стелса
лутануть, ну, наверное, десятков 5 этих ящиков. И даже, ну, ну, конечно, тратилось, но не так уж там парочка глоков. И все, ты чё? А где наша ракетница? Вы чего, ребят? Сейчас как-то уже обнаглел, огнестрелом чищу. Простые локации. Ну как простые? Это опасная, красная, но все-таки она выглядит не такой уж и опасной, если у вас есть огнестрел. Так, ракетница, настало твое время. Сгораем все. О, вот она. Еще один ящик. В принципе, на одной красной локации есть 5, 6 и даже больше ящиков. Но бывает в редких случаях 4. Но меньше 4 я не видел. Но это нужно искать. Нужно прочесывать всю локацию вдоль и поперек. И у вас будет все. О, чики-бомбони. Так, самое прикольное, что можно найти на локациях, да на любых локациях, это прикольненькие ящики с уровнем взломщика. И никто не скажет ничего. Ну что ж такое, шрам? Не говорите, что громила... Вы... Все. Run for life. Никаких зомби. Идем на еще одну локацию. Задолбал громила. Ребят, лутаю еще несколько ящиков. Знаете, большая проблема происходит в том, что у меня закончился огнестрел, и как-то и громилы вот этот вот, и все вот так вот нахлынуло. Почему-то О, вот это вот, кстати, санки, но их очень плохо видно, так как они снегом закиданы. Прикольное тоже событие, но бывает здесь что-то приятное, но не так часто. Итак, давайте смотрим. Ну, миска чуть-чуть, почему бы и нет. Медная руда, если кому нужна, здесь добывается. Кстати, на зимних локациях уникальная руда тоже имеется. И, если честно, я думал, что от ракетницы будет наноситься какой-то плюсовой урон. Но ракетница наносит окоченевшим зомби всего лишь 60 урона. И как только тебя ударяет еще раз зомби, то они хилятся, и собаки сутулые не хотят гореть. Горят они очень плохо. Сливаются тоже не особо, бьются больно, хилятся. Блин, такая неприятная локация. В ближнем бою вообще здесь, конечно, делать нечего. Тебя все бьют и хилятся. А это для ближнего боя очень и очень таки плохо. Да, печалька. Но ничего, ребят, настанет и наше время. Мы все-таки залутаем несколько здесь ящиков. Я думаю, что наше залутание подошло где-то к штук 20, может быть даже чуть больше. Но знаете, в чем прикол? Что то как-то желание-то после Громила пропало. Зачем вы сделали Громил таким серьезным противником? И зачем он так часто появляется, особенно на тех локациях, где что-то интересное происходит? Возможность его слить есть не у каждого. Да, и каждый раз только что колыхнул экран, и я думал, что опять Громила. Ну и как бы не особо хотелось бы вообще встречать Громилу в тех локациях, где нужен фарм. Или дали бы возможность какую-то убежать от Громилы. Либо наоборот, выгнать его. Выгнать его. Либо сделать как раньше, зараженный лес. Локация, где обитает только Громила. И туда можно было ходить. Представьте себе, сейчас там живет ведьма. А ведь и раньше, когда Last Day только начинал развиваться, Громила жил в зараженном лесу. Найти что-то на локации необычное, это не означает, что ты должен там, я не знаю, танк найти, хижину, а вот такого вот маленького щеночка. Хаски, уникального в своем роде, прикольненького щеночка, щенок. А ты подойдешь сюда, чтобы тебя видно было? На-н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 а. О, щенок какой собачий. Очень интересный, красивый щеночек. Выглядит очень прекрасно и мило. Мы забираем его. Это означает, что мы нашли как можно больше хорошего на локациях. Я вооружился миротворцем с почты. И, естественно, продолжаю лутать ящики. Я думаю, что это будет одна граната. Сейчас бы эту гранату в ту локацию, где застрял у нас зомби в танке. Вот это было бы да. Я теперь к любому колыханию экрана или любому подлагу думаю, что это уже идет громила. Кстати, у меня чуть-чуть подлагивает, когда громила появляется на локации. Ну, либо это совпадение. Ну что, ящики продолжаем открывать.
принципе, теплый... О, катана и красный талон. Талонов по 2. О, пацаны, вы чего? Блин, это шо? Не зомби убьют, так выжившие. Вы видели, как больно ноге было? Знаете, в чем прикол? Что выжившие сейчас, я думаю, что без руки, без ну, тут, конечно, жестко, без вот этой вот карающей руки разработчика здесь не обошлось. Из выживших перестали падать любо какие оружия. И от этого хочется только плакать. Потому что, ну как так-то? Я победил выжившего. Я должен, пускай надбитое, но все-таки оружие получить за то, что я его слил. Здесь же, как вы видите, что выживших мы уже слили штуки 3 и ничего не получили. Но не забываем о том, что в одном из роликов я все-таки хочу отправиться на охоту на этих выживших. И может быть мне повезет, и хоть что-то упадет с выжившего. Саночки вот такие вот прикольные, но это не снегоход, это реально санки, упряжка. Походу еще и собаки должны были тянуть эту штуку. Мне кажется, что вот где-то здесь сейчас должен быть щенок Хаски. Ну, как бы чаще всего, если ты находишь самки, то щенок Хаски тоже к тебе приходит, либо где-то на локации находится. Найти на зимней локации Хаски не так уж и часто можно, поэтому считать, ну, щенка найденным это большая редкость. Так, 2 события на одной локе. Вообще большая редкость. 3 талона красных, 3 оранжевых, 3 зеленых за 6 лок. Поверьте, это событие. Это очень неплохо. То, что здесь выпадают талоны, это очень-очень неплохо. Я думаю, что даже хорошо можно назвать. Бинты наши лучшие кенты. Я не думаю, что я бы здесь залутал вот эти все ящики в режиме стелса. Большущее количество зомби стояли таким образом, чтобы к ящику не подобраться. А раньше как-то было все попроще. Либо это просто стечение обстоятельств и просто рандом играет не на моей стороне. Поэтому я думаю, что если бы походить больше локаций, то все-таки я бы... Еще один, кстати, модуль. Это немаловажно. То, что здесь модули вообще выпадают. Пускай серые, но они выпадают. Так, эта сумка просто, она была прикидана снежком. И мы смотрим, что под снегом мы нашли, а ничего. Ну и, кстати, огнестрелом не пахнет. Мы нашли только катану. Это все, да? Ну, М-ку, которая, наверное, считается ли она, что была в ящике? М16 была в хижине, вернее, в хранилище какого-то Бенни. Хранилищем назвали хижину, которая потеряна среди зимней локации. Не хочу затягивать, ребят, потому что у нас очередной танк. Быстро чищу локацию. Так, уйди, противный. У нас вот такой вот танчище. Очень огроменный. Крутой, симпатичный. Можно... Выживший. Так, пацаны вообще, ребята, давайте без громилы только. Дайте... Да что такое? Что за хил? Все, не психую. Лутаю. Так, танк. Танк крутой на пути. Не могу ни разу пройти. Чаще всего винчестеры с танка выпадают, кстати. Очень часто встречаются. Танк прикольное событие. Выпал мне уже второй раз. Ой, чтоб ты долго жил, заверши толстяк. Я вообще не знаю, какой ВСС взять с собой. Выдержит ли выстрел? Теплый сет гранатомета. Ой, 82. Ой, очень много. Ой, больно ноге, ребят. Очень. Ну, прикольно вот этот вот танк выглядит. Вот как раз я его так четко, дерзко. Как пуля резко, да? Прикольно, мне интересно. Если честно, интересное событие. Танк. Я, наверное, возьму еще раз миротворец или что там. Уравнитель давайте. Он промахивается, но отбиться от зомби нам хватит. Я думаю, что и ящики лутать тоже нам хватит, так как оружия нет. Я возьму его в следующий раз. И мы с вами продолжим. Пишите, ребят, в комментах, что мы будем искать на зимних локациях. Может быть и правда больше ящиков открыть. Открываем огромное количество ящиков или очень... О, еще одна катана. Кстати, с оружием в этот раз не везло. Я не последний раз здесь и не первый. И в принципе вам скажу только одно, что на этой локе
ящики всегда несли с собой огнестрел. Сейчас я не нашел ни одного. Да, я нашел сейчас, что... Блин, Генезис оружие тратить на зимние локации, это... Главное, чтобы никто не видел, да? Промахи жесточайшие. Бешеное желание имею. Так, а вот вам ящик прикольный, который... Да что ты делаешь? Что ты делаешь? О, сейчас мы быстренько залутаем и посмотрим, что там внутри. Бэйн. Ха-ха, ребят, ну что, только сказал, что ничего не нашел и сразу нашел. Прикольно. А вот здесь что? Ну как, нашел огнестрел. Глок. Я знаю, что часто здесь выпадает. Ну, кстати, чем дольше ты здесь находишься, тем как бы чаще выпадает. Такое впечатление, что локация не хочет тебя отпустить. Типа говорит, давай еще, ведь здесь что-то интересное, очень крутое. Оу, это кто такой? А, блин, девушка рыжая. Как говорят, если крыша ржавая, то в подвале всегда мокро. И эта пословица мне не дает покоя. Итак, кто понял, то понял. Девушка рыжая, бесстыжая. А мы будем делать ветера. Мы будем лутать девушку. Опа. У нее, кстати, немало лута внутри. Но ничего мне не подходит. Еще один ящик? Не знаю. Блин, нужно было, конечно, в режиме стелса проползти, чтобы никто тебя не смог огриться. Ладно, шоколадно. О, еще один ящик. Придется отбиваться. Хотел уже заканчивать с этой локой. Да что вы издеваетесь, что ли? Сколько вы... Гранатомет. Ой, хорошечно, как разлетались. Ну, здрасте. Здрасте, ящик. Вот оно что. Зря. Ну, хотя, что, один зеленый талон. Давайте начнем с того. Зеленых талонов 5. 4 красных, и то есть 4 оранжевых. Это очень неплохой результат для локаций. Какой бы там ни было, если это не бункер Браво. Согласитесь? Я точно так думаю. Итак, ребят, все, что нам удалось здесь найти, вы увидели. Ну и, конечно, ой, сладенький танк. Интересно. Я думаю, что сейчас пора написать в комментариях. Хотели бы увидеть более длинный видос. Я наберу с собой кучу огнестрела. Естественно, буду здесь бороздить просторы вселенной. Пока, всем пока, удачи, увидимся в следующих видео.